Всем привет, ребят! Ну что, сегодня мы будем разбирать стрелу, приготавливать ее к сварке. Смотрите, сколько грязи тут, блин. Думал, в одном месте она лопнула, а оказывается... Вот, видите, это здесь, вот начало. Бах. Потом она пошла вот так там вверх. Так вот пошла. И выходит сюда. Вот. Я сначала подумал, что, блин, только здесь. И как бы и фотку показал, выставил на пост. Судить с вами, что вы посоветуете. Но больше, конечно, сказали, что ненадолго. Начальство пригласило сварщика. Не супер-пупер там профессионал, не эксперт по этим стрелам. Короче говоря, решили они поэкспериментировать. Начальство. Типа попробуем, заварим так, зачистим, положим лавку. Ничего тут типа сложного, все это фигня. Туда-сюда, нормально все заварится. Ну, то есть никак не переубедить. К этому как бы надо подойти более-менее серьезно. Ну, никто не хочет. Фиг его знает, что они этим думают. Ну ладно. Мне сказали, кровь из носа надо привезти штук 5 сушняка туда на ЗБЛ-ку. Вот, а то нам сейчас станет все пилить, там типа нечего будет. Я говорю, ну, показал, что стрела лопнет туда-сюда. Ну, говорит, потихонечку привези и типа вставай разбирать. Сейчас мы потихонечку все-таки наложим этого сухого 3-4 бревна, привезем и начнем разбирать. И напоминаю, тем, кто еще не подписан, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте свой совет в комментариях, спрашивайте в комментариях что-нибудь. Смотрим, ребят. Так, ребят, ну что, выгрузил я успешно. Ничего не отвалилось, не отломилось, слава богу. А то я, блин, вообще переживал. Вот сушничок. Мне сказали 3-4, я думаю, да фиг с ним 9. 63-я тоже там что-то ремонтирует, она тоже пока стоит. Так что у всех все есть. Можно спокойно отправляться ремонтировать, снимать все. Так, ребят, ну что, пойдемте посмотрим, как что дальше. Это самое чистое место здесь для ремонта. То есть, ну вот, что они предлагают. Типа подставить вот сюда что-нибудь, какой-нибудь пенек. Потом, значит, открутить здесь и выбить палец. Потом, типа, приподнять вот это место, стрелу. То есть, вот смотрите, ребят, как, блин, лопнуло. Офигеть. Бах-бах. Трещина вот отсюда идет. Раз, туда. И, да, пополам прям лопнула она. Трубки по любасу откручивать, да? Да. Дальше больше никак. Приподнимем, она уйдет вместе со шлангами, да? Да. То есть мы ее так приподнимем, если цилиндр, конечно, дадут. Или тоже цилиндр надо будет откручивать. Это надо будет смотреть. А то и придется цилиндр откручивать. И тогда она уже подастся сюда. Здесь подложить. Вот здесь. И сюда что-нибудь положить. И потом на нее положить, да? Так, ну ладно, что, тогда давайте пойду я искать бревно или полено. И включимся, продолжим. Так, ребят, ну что, принял я решение. Все-таки попробую я. Так, вон, видите, я лапу скинул, чтобы она не мешалась. Все-таки я попробую сейчас. Откручиваю гайку, пробую, выбиваю палец. И одновременно, цилиндр не откручивать, одновременно и как бы давить сюда, раскладывать. И одновременно поднимать. Получится, не получится. Вот хочу попробовать, чтобы не отсоединять цилиндры. Ну а если не получится, то придется цилиндр откручивать. Но если цилиндр открутить, они упадут, правильно? Они упадут туда. Один сюда упадет, другой туда упадет. Может покорябаться здесь, повредить штоки. А так, если так, открутить цилиндры, их, или хотя бы, был бы помощник хотя бы один помощник. То есть открутить, поддержать его, чтобы он задвинулся, цилиндр. Один, потом второй. Потом, не отсоединяя шлангов, подать сюда стрелу, сюда положить пенек, на этот пенек уже положить саму стрелу. После этого уже откручивать здесь, откручивать трубки все. Тут расслаблять, там расслаблять. И подать их в сторону туда, убрать. Ну, чтобы не откручивать, чтобы масло не текло. Попробовать так. Получится, не получится. Это мои такие планы. Давайте займемся. Выбивать палец для начала. Так, ребят, нарисовалась маленькая проблемка. Чутка, слегка здесь повреждена резьба, походу. Вот. Гай крутился, чуть встала. Ну, это ладно. Ключ вот есть. Как бы сказать, это ладно. Но самое главное. Вот, видите,
вот эта фигня, она должна заряжаться сюда. Вот. Когда я начинаю там крутить гайку, видите, здесь отломная эта фигня, она выезжает. Мало того, он еще сам по себе внутри крутится прям свободно, легко. И то есть он выезжает сюда и прокручивает. Я думаю, вот сюда сваркой капнуть, прям слегка, чтобы он не выезжал сюда и не крутился. Вот. Ну и пробуйте откручивать, потому что больше никак. Я пробовал и стучал, и сюда забью, начинаю крутить, он раз выйдет, прокрутится. И все. Будем ждать сварщика. Сварщик придет, прихватит и продолжим дальше. Так, ну вот, приехал сварщик. Сейчас там зачистим посадочное место, приварим железочку, чтобы палец не выезжал, ну и не крутился. И открутим. Нет, ребят, все-таки передумали приварить железочку вот эту. Потому что сюда ее приварить, она будет задевать цилиндр. Все-таки я убедил его приварить здесь, а потом, когда гайку открутить, просто срезать болгаркой и выбить. Так будет проще и лучше. Открутил, все равно туго, пипец. Пришлось опять закрутить и болгаркой подчистить резьбу. И открутил. Так, ребят, приняли решение попробовать все-таки. Заведу и, то есть цилиндр сейчас не будем пока откручивать, попробуем так. Пойдет она сюда или нет, выдвинется. Нам надо приподнять вот как бы вот так. Но все равно, когда варить, надо что-то надевать на эти, на цилиндры, закрывать. Ладно, сейчас попробуем. Так, ну что, пойдемте посмотрим. Залез, приподнял сколько мог. О, что мы видим. Офигеть, да? Можно что-нибудь сюда сунуть, прямо вот здесь даже брусок какой-нибудь засунуть, чтобы он, если он вдруг что, зачистить. Что тебе надо бензин. По маслу. А соляркой, нет? Ну соляра она жирная. Жирная, да? Да. Это самое хреновое, что идет покрытие, краска, оцинковка. Самое хреновое – это масла. Ага. Да? Я тебе никак не сварю. Сейчас открутим, чтобы шланги нам не мешали. Да? Ага. Тут открутим, и тут эти перемычки тоже снимем ее. Ага. А потом просто отведем их туда или сюда. Сюда, наверное. Ага. А то тут этот упор идет. Снимем их вот так. Так, а если зачем нам шланги откручивать? Мы сейчас откручиваем вот здесь. Да, я имею в виду, вон, эти перемычки. И она сюда подаст вместе со шлангами. Правильно. Так, ну вот, смотрите, ребят. Там открутил. Все, трубки подались. Ну, правда, везде все 3 крепежа, даже 4. Все, они сюда отходят, отклоняются. То есть ничего туда откручивать не надо. Все отходит. Сейчас моем бензинчиком. Все протираем насухо, чтобы все было офигенно, без масла. Ну и потом, что начнем? Болгаркой, да, распилить? Болгаркой растачивать швы. Все, вытащим, чтобы канавка глубокая была. Ага. А потом заварим. А потом соберем и те лес угоним. Так что все, приступаю я мыть. Все, вот приготовили. То есть закрыли цилиндры, чтобы, если что, калины там не упали на гладкую, ну, на сам шток. То есть вот смотрите, какие повреждения. Бабах, трещины. Бах. Вот трещинка мелкая сюда, сюда, так, так и так. Вот. Здесь втулка крутится, вытаскивается. С той стороны нет. Ну, это то, что разжалось здесь. Предыстория это Урала. То есть его ложили на бок. Как она? Место, куда ложится стрела. То есть с одной стороны есть, а с той стороны разогнуто. Видите? То есть на нем падали на бок. Причем на машину, на легковую, гружен дровами. И вот, скорее всего, наверное, из-за этого, ну, она была уже натянута, наверное, металл или еще что-нибудь. То есть и в итоге вот лопнул. Потому что, видите, сколько трещин, очень много. Так, ну ладно, все, начинаем прорезать. Пипец, искры летят. Припасли огнетушитель на всякий пожарный. Бензик убрали подальше. Работа идет полным ходом. Повреждения, конечно, серьезные. Не знаем, насколько все это хватит. Заварка, приварка. Вроде все попал. Тут тоже где-то трещина, я видел ее, и она здесь поднимается. И тут пойдем сюда. Это вот тут заварим, тут то же самое. Стопор будет и пошел сюда. Ну да, вот она. Так. Да. Вот. Нет, вроде нормально все. Вроде нормально, да? Вроде больше не видно. А вот этот, наверное, тоже отломился, вот этот клык. Да, вот этот. Да. Когда, ну, упал он на бок, скорее всего, оттуда отломилось. Если даже, смотрите, ребят, болты, которые трубки прикручиваются, болты даже кривые. Короче, понеслась сварка. Вот, начал он, вернее, проваривать. Положили тоже сюда досочку, начал капать. Чуть тут не загорелось. Ну, мы вроде как бы все предусмотрели. Огнетушитель я еще раз показываю. Есть. Все это он привез из дома. Все это его личное. Конечно бы по-хорошему, да, ребят, сжать вот это все. Как бы вот так чук. И потом уже проварить. Но сжать нечем. Никаких струбцин, ничего такого тут нету нафиг. Тем более гидравлических каких-нибудь клешней. Придется варить так. Вон, видите, вот мелкая трещинка. Дофига трещинок этих мелких. Но еще вот видите, благодаря вот этого уголка здесь нет. За это снялись трубки. Если
он был, если бы ее не отломил, кто на нем на бок упал, тогда бы сейчас пришлось откручивать там, а там откручивать пипец. Вон, видите, сначала надо открутить шланг, потом открутить саму трубку вон, от этого, от крепления, и потом вытащить, короче, блин, финиш. Все было бы в масле, все было бы фиг знает в чем. Мы так поняли, что из-за того, что вот он упал на бок тогда, из-за того, что вот получается сюда было натяжение, из-за этого лопнуло. И болты все кривые, видите, из-за этого. Здесь вот фигачит масло, надо будет тоже проваривать, но это потом. Сначала сделаем дело. Там он, видите, вот я тогда к вам говорил, болт сломлен. Видно вам, нет? Отверстие есть, а один сломленный болт. Трубка здесь тоже так же одна шла и выгнута. То есть эти нормально ложатся, а та была отогнута. Вот, где отломленном. Все это из-за того, что он падал на бок. Вот этой сваркой лучше варить, чем, например, этим электродом. Да. На миллион раз лучше. Миллион раз лучше, да? Ага. Накладывать косынок никаких не будем, никаких тут усилителей, дополнителей. Просто вот сейчас так проварим хорошо. И все. И типа насколько хватит. Типа если она будет опять лопать, будем снимать полностью всю эту стрелу и повезем уже ну, в специализированный куда-нибудь там центр СТО. Как будто трещина не доварили. Вот она маленькая. Ага. Сейчас я заляпаю ее. Сейчас еще эту трещину заварим здесь. И вот это я еще один раз пройду. Угу. Тут канавку вытащим еще одну. И здесь, и снизу, и сверху. Так как она, блин, знаешь, она же лопнутая была и стерлась, да? Она как бы острая сейчас, как топор. Сейчас канавку еще одну надо это вытащим здесь. И вот здесь. И эти еще. Так, ну все, ребят, проварили. Сейчас болгарочкой туда вот это уберем лишнее. И приступим дальше. То есть нужно будет вот здесь капнуть. Здесь масло фигачит, вот по этим трубкам и капает. И вон тот обломыш выкрутить. Так, вот, ребят, все, да. Прихватили. Потом я давление дам и посмотрим. Ну, я думаю, что все нормально, потому что она вот здесь прям была. Да. Я вокруг обошел. Все, зашибись. Все зачищено. Все лишнее убрано. Так, ну что, осталось вот там, да? Да, и все, в принципе. Там обломыш высверлить. Корней еще предлагает, типа, сделать пластину, приварить гайки и уже в эту пластину, то есть, прикручивать вот эти трубки. Ну, не знаю, может быть, все-таки выкрутим. Надо болтики сейчас посмотреть, другие прямые. И все, и начнем собирать. Конечно, бы еще красочки, баллончик хотя бы, но ладно, уж без красочки. Отверстие, да, между ними. И приварим тут гайки. 5 штук нам надо, да? Эту пластину мы можем или приварить, или прикрутить. Ага. Я думаю, если что, мы ее приварим тут по концам. Раз и посередке. Ага. Да? 5 болтов на здесь, 5 гаек и 5 гроверов. То есть это подключено 17, да? Да, вот подключено 17. Вот такие болты нам нужны. И на каждую трубку. Все нормально выкрутили. Все нормально. И значит, можно и так же и на лапе сделать, да? Да. Все прям элементарно легко выкрутился. Зачистили, чуть надрезали болгаркой и все. Себе тут болт зафигачили. Ребят, короче, отставить, как говорится, пластина. Передумали мы ее делать. То есть видели, да, сейчас решили попробовать так. Зачистили болгаркой, надрезали этот обломыш, и он свободно выкрутился, сами видите. Нафиг этот велосипед, тут это долгая история, сейчас надо размечать, потом приваривать, потом там болты длинные, я так думаю, надо было бы обрезать. Короче, долго нафиг. Быстрее так сделать. Сейчас болты, он пошел там, возьмет мячик, пройдемся по резьбе, чтобы нормально было, прогонить резьбу. Ну и все, 2 болта этих есть, эти тоже есть, и ставим назад к трубке, прикручиваем. Кстати, шланга вот этот вот, который вот видите идет, его нафиг оттуда и поставим трубку. Как раз сейчас я ему скажу, вот здесь он еще тоже подварит. Разорвано. Это все вот после падения на бок, а сейчас приходится устранять. Пипец, ребят, новая проблема. Вот смотрите, трубка, видите, эти все нормально, а это вон как согнуто, видите, и вот где отверстие. То есть, чтобы ее натянуть, ну никак. Сейчас попробовали шпильку длинную. Он надевается, ну думаем на шпильку крутить, на шпильку одеть и гайкой потом ну, прижать, придавить. И она согнется, наверное. Если выдержит резьба, конечно. И шпилька не сломается снова. Потому что, блин, а снимать ее, если там, это очень долго, чтобы ее выгнать. Подварим трубочку. Так нужно делать. Так, ребят. Все, трубки, короче, все поставили. Вот новая трубочка. Вот видите, я потом ее, вот этот шланг
Там откручу, пущу такой же короткий, ну как было. Здесь все сделали как надо. Все теперь, видите, ряд нормальный, все зашибись. Ну то, что вот они изогнуты, ну это от падения. Как смогли, так сделали, потому что больше никак. Солидольчик, смазочка, опускаем, вставляем палец. Почти что все, останется протянуть, закрепить, все нормально. Ну и шланг поменять, но это фигня уже будет. О, все, наконец-то, ребят. Проблематично все-таки с этим пальцем. Минут 15 вставляем, никак. Так, ребят, ну что, думаю, что все, дай бог. Так, все я сложил. Что я хотел сделать, сегодня я все сделал. Так, здесь вот видите, как сделали. То есть стачиваться болгарочкой и выкручиваться свободно. Все, больше я сюда крышку эту ставить пока не буду, пока не сделается. Или купят они ремкомплект, или отвезти, сделать гидравлистом. То есть этот я должен вернуть туда, на тот лесовоз, сюда поставить свой. Трубку поставил, шланг поставил, тот шланг длинный убрал. Здесь все, как говорится, вымыл бензинчиком остатки. Здесь все, видите, все как нужно. Здесь подварили. Все, буду делать испытания, смотреть. Но это уже будет завтра. То есть я буду вас держать в курсе, как произошла вот эта сварка. Надолго ли, ненадолго ли хватит. Ну а на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. В комментариях пишите свой опыт, подсказывайте. Удачи, ребят. Увидимся в следующем видео.